Я бы хотел процитировать молитву или песню, которая прославляет Шрилу Прабхупаду, которая была составлена средневековым вайшнавом по имени Вайшнавадас. Must be hundreds of years old. Она ей порядка 100 лет. It's called worship of Shri Guru. И она называется «Поклонение Шри Гуру». All glories to my spiritual master, a wish-fulfilling tree of love of God. Вся слава моему духовному учителю, исполняющему желание древа любви к Богу, Whose manifestation is so astonishing. проявление которого так удивительно. With the moonbeams of his knowledge, he destroyed the deep darkness within my heart. Лунным светом своего знания он разрушил глубокую тьму невежества в моем сердце. He is the abode of bliss for my eyes. Он обитель блаженства для моих глаз. Seeing this fallen soul, he gave me the holy names which are coveted by everyone, although I did not ask for them. Увидев эту падшую душу, он дал мне святые имена, которых жаждут все, хотя я даже не просил о них. I am fallen, helpless, and my intelligence is corrupt. Я падший и беспомощный, и мой разум порочен. I do not have even a drop of piety in me. Во мне нет ни крупинки благочестия. Nevertheless, he instructed me in the treasure of worshiping the divine couple. И все же он обучил меня сокровищу поклонения божественной чете. Shri Shri Radha and Krishna in Sri Vrindavan Dham. Шри Рады и Кришне во Вриндаване. By showering me with the spotless prema given by Lord Chaitanya, he fulfilled all of my desires. Проливая на меня чистую прему, дарованную Господом Чайтаньей, он исполнил все мои желания. Despite this, I constantly weep because I have not yet attained loving attachment to his lotus feet. Несмотря на это, я непрерывно рыдаю, потому что я так и не обрел любовной привязанности к лотосным стопам моего Гурудева. Hare Krishna. So in our last lecture, we discussed many of the pastimes that took place under Govardhan Hill, while Krishna held it up for 7 days to give shelter to all the Brajabasis as Lord Indra foolishly tried to destroy Vrindavan and all of its inhabitants. Итак, в нашей прошлой лекции мы обсудили многие лилы, которые произошли под холмом Гуархан, пока Кришна держал его в течение 7 дней, чтобы дать прибежище всем Бриджаваси, в то время как Индра по глупости пытался уничтожить Вриндаван и всех его обитателей. We concluded with Krishna immobilizing King Indra and his weapons as well as the deadly Samvartaka clouds. И мы остановились на том, что Кришна остановил царя Индру, его оружие и его смертоносные облака Самвартака. And at that point, Krishna gave Indra a special darshan during which Indra very lovingly offered beautiful prayers to the Lord. Затем Кришна даровал Индре особый даршан, во время которого Индра с любовью вознес Господу прекраснейшую молитву. And after that, Indra ascended his chariot and he went back to his abode in Svargaloka. После этого Индра взошел на свою колесницу и вернулся в райскую обитель Сваргалоку. So the last couple of days I read more. А последние несколько дней я еще больше продолжал читать. And I discovered that night, back in his kingdom in Amaravati, while he was in bed, Indra tossed and he turned and his mind was out of control. Я прочел, что той ночью у себя в царстве Амаравати, лежа в постели, Индра метался и ворочался сбоку на бок от того, что не мог совладать со своим умом. And he was thinking as follows. И он размышлял: For all my offenses, my world has now become a living hell. «За все мои оскорбления мой мир стал теперь сущим адом. I wanted to make Vrindavan suffer, but I only brought suffering upon myself. Я хотел причинить страдания Вриндавану, но тем лишь обрек на страдания самого себя. I tried to drown Nanda's cows, but now I'm drowning in my own sins. Я попробовал утопить коров Нанды, но теперь я утопаю в собственных грехах. I hurled thunderbolts at Govardhan Hill, but I may as well have hurled them at my own head. Я осыпал громовыми стрелами холм Гавардхан, но лучше бы я метал их себе в голову.
Let it be known that whoever troubles Krishna's devotees in any way finds his future replete or full of miseries. Да будет всем известно, что кто бы и как бы не беспокоил преданных Кришны, исполнит свое грядущее горестями. That's how Indra spent his night. Вот таким образом Индра провел свою ночь. Now, the Shastra goes on to say that it wasn't the first time that Indra lost a battle. И в Шастре говорится, что это уже не в первый раз, когда Индра проиграл сражение. He was defeated with the lifting of Govardhan Hill, but that wasn't the first time he lost a battle or a fight. Он проиграл, когда он пытался на Гавардхан навлечь беду, но это был не первый раз, когда он проиграл сражение. We say in English he was battle seasoned. Как мы говорим на английском, есть такое выражение «закаленный в боях». The first canto, Garga Samhita, describes that he once engaged in a very, very big battle with King Kamsa, and he lost. В первой песне Гарга Самхиты описывается, как он вступил в суровое сражение с Камса и проиграл. As a result, he should have known that if he couldn't defeat a mere mortal like Kamsa, that how could he be successful in taking on Krishna, the Supreme Personality of Godhead? И как следствие, он должен был знать, что если он не мог одержать победу над простым смертным вроде Камсы, то, несомненно, он не мог бы и достичь успеха, бросив вызов Господу Кришне, Верховной Личности Бога. He should have learned. Он должен был выучить этот урок. There's a saying, once burnt, twice shy. Есть такая поговорка: однажды обжегся, дважды осторожен. Another saying is, great losses are great lessons. Или другая: большие потери, большие уроки. But it appears that Indra required 2 losses to come to his senses. Но похоже, что Индре потребовалось 2 поражения, чтобы прийти в чувство. And he did come to his senses after he was defeated by Krishna, and he begged for forgiveness at Govindakund. И он пришел в чувство, потерпев поражение от Кришны, он стал благоразумен и умолял о прощении на Говиндакунде. But had he learned the lesson the first time, he wouldn't have to go through that whole experience of being humiliated, really, by the Govardhan Leela. Но если бы он усвоил свой урок в первый раз, ему не пришлось бы испытывать все это и проходить через весь этот опыт на Гавардхан-лиле. Krishna says in Gita, Кришна говорит в Гите: Akirtim chapi bhutani kata yishanti te vayam samba vitasya chakirtir mara nad atirichate. Speaking to Arjuna, Krishna. People will always speak of your infamy, Arjuna. For one who has been honored, dishonor is worse than death. Кришна говорит, обращаясь к Арджуне в Бхагавад-гите: «Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем бесчестие хуже смерти». So I was thinking it might be good for us to hear about his first big loss to Kamsa. И я подумал, что для нас будет полезно услышать о его первом большом поражении от царя Камсы. Why? Почему? Well, because by carefully observing the mistakes of others, we can avoid them ourselves. Потому что, внимательно наблюдая за ошибками других, мы можем избежать их сами. There was a well-known German statesman. His name was Otto von Bismarck, and he said in 1875. Оттон фон Бисмарк, известный государственный деятель Германии, сказал в 1875 году: Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others' experience. Глупцы твердят, что учатся на опыте. Мне ж предпочтительно извлекать выгоду из опыта других. And there's the Bengali saying that a housewife teaches the daughter-in-law by teaching the daughter. А есть еще и бенгальская поговорка: домохозяйка учит невестку, обучая дочь. Like the daughter-in-law comes into the family by marriage, but because she knew she may be a little sensitive to taking instruction, so the housewife teaches her daughter, and it says it to her daughter, and the daughter-in-law is watching, and she gets the point, like that.
Невестка приходит в новый дом, и чтобы ей не было тяжело принимать уроки, домохозяйка, она дает наставления своей дочери для того, чтобы невестка также могла понять, как правильно себя вести. So let's study Indra's mistakes. Итак, давайте же изучим ошибки Индры. Much of the information about this infamous loss in battle to Kamsa, it comes from the Garga Samhita. Большинство информации о позорном поражении Индры в битве с Камсой дошло к нам из Гарга Самхиты. You may have noticed how we're often quoting Garga Samhita these days. Наверное, вы заметили, как часто мы цитируем Гарга Самхиту в последнее время. Because Garga Samhita is worthy of quotation, Поскольку Гарга Самхита достойна того, чтобы ее цитировать. we learn from Srila Sanatana Goswami's commentary in his Brihad Bhagavatamrita 1.1.21.23. И как мы узнаем из комментария Шрилы Санатаны Госвами на Брихат Бхагаватамриту 1.1.21 и по 23 стих, He writes, the confidential science of pure devotional service is taught explicitly only in a few Vedic scriptures, little known to the public. Amongst these rare texts are the following scriptures. он пишет: «Сокровенной науки чистого преданного служения открыто учат лишь несколько ведических писаний, малоизвестных широкой публике. Среди этих редких текстов следующие: Gopal Tapani Upanishad, Гапалтапани Упанишат, Narada Pancharatra, Нарада Панчаратра, Garga Samhita, Гарга Самхита, Vishnu Purana, Вишну Пурана, the Harivamsa Upapurana, Хари Вамша Упапурана, the Uttarakanda of the Padma Purana, Уттараканда Падма Пураны, and he writes the Bhagavata Mahapurana. и далее он пишет Бхагавата Махапурана. So there we hear Garga Samhita. И вот здесь мы можем слышать о Гарга Самхите. And Srila Bhaktivinoda Thakur also mentions Garga Samhita in his Navadvip Dham Mahatmya. И Шрила Бхактивинод Тхакур тоже ссылается на Гаргу Самхиту в своем произведении Навадвипа Дхамма Махатмья, Wherein he quotes it more than 20 times. в которой он цитирует ее более 20 раз. He quotes Garga Samhita more than 20 times. Он цитирует Гаргу Самхиту более 20 раз. One example. Один, к примеру. Mayapuri Sakshat Sarvananda Vivardini Shri Garga Samhitayam Shah Kirtita Papa Nashini. He says, Mayapur is the Lord's Yogamaya potency. It is filled with ever-increasing bliss. In the Garga Samhita it is described as the destroyer of all sins. Он пишет: «Майяпур — энергия Йогамайи Господа. Он преисполнен вечно растущего блаженства. В Гарга Самхите он описывается как разрушитель грехов». That's from chapter 3, text 19. И это приводится в главе 3, текст 19. So Lord Indra's defeat by Kamsa happened just prior to his defeat by Krishna. Итак, поражение Индры от рук Камсы случилось прямо перед его поражением от Кришны. Krishna defeated Indra. Кришна победил Индру. He defeated all his plans to destroy Vrindavan and its inhabitants. Он разрушил его планы по уничтожению Вриндавана и его обитателей. And at that time, Kamsa was ruling Mathura. И в это время Камса правил Мадхурой, And Krishna was living in Vrindavan. а Кришна жил во Вриндаване. So it's the same time frame that just this pastime of the battle with Indra and Kamsa had happened just before actually the lifting of Govardhan Hill. И это все происходило в одно и то же время, и это произошло как раз перед тем, как Кришна поднял Хом Гавардхан. When Kamsa suddenly developed a very strong desire to conquer Svargaloka. Когда у Камсы появилось сильное желание завоевать Сваргалоку And enjoy all of its riches. и наслаждаться всеми ее сокровищами. We read in the 7th canto of Srimad Bhagavatam Итак, мы читаем в 7-й песне Шримад Бхагаватам, that Hiranyakashipu had the exact same desire. что у Хираньякашипу было точно такое же желание. It's described in 7th canto, chapter 4, verses 5 to 7. Это описывается в Шримад Бхагаватам 7.4, стихи с 5 по 7. Savit chitya disha harva lokam chatrin mahashura devasura manushyendra
Gandharva Guru Doragan. That's Doragan. Hiranyakashipu became the conqueror of the entire universe. Indeed, that great demon conquered all the planets of the three worlds, upper, middle, and lower. Хираньякашипу покорил Вселенную. Этот великий демон завоевал все три мира с их высшими, средними и низшими планетами, Including the planets of the human beings, the Gandharvas, the Garudas, the great serpents, the Siddhas. в том числе и теми, на которых живут люди, ганхарвы, гаруды, гигантские змеи, сидхи, The Yakshas, the Vidyadharas, the great saints, Yamaraj, the Manus, чарнаны, видьядхары, великие святые, Ямарадж, Ману, the Yakshas, the Rakshasas, the Pishchas, and their masters, and the masters of the ghosts and Bhutas. такие как Якши, Ракшасы, Пишачи и их предводители, а также главные привидения Бхуты. He defeated the rulers of all the other planets where there are living entities and brought them under his control. Он победил правителей и всех остальных обитаемых планет и подчинил их своей власти. And conquering the abodes of all, he seized their power and influence. It's powerful, powerful demon. Так, завоевав все планеты, он стал единовластным повелителем Вселенной. So this colossal desire, you could say, this is the trademark of demons. The trademark of demons. Итак, такое грандиозное желание является фирменным знаком демонов. Like Krishna says in the 13th chapter of Bhagavad Gita. То же самое, как Кришна говорит в 13 главе Бхагавад-гиты. Idam madhya mayam labdam imam prapshe mano ritam idam asti dam apime bhavishyati punardhanam. The demoniac person thinks, Это то, как думает демонический человек. so much wealth do I have today and I will gain more by my schemes. Я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществлятся, я получу еще больше. So much is mine now and it will increase in the future more and more. Я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы... Сейчас я владею неплохим состоянием, и оно будет только расти. He is my enemy and I have killed him and my other enemies will also be killed. Этого моего врага я убил, и та же участь ожидает остальных. I'm the Lord of everything, I am the enjoyer. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью. I am perfect, powerful, and happy. Я достиг совершенства, обрек могущество и счастье. I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. There is none so powerful and happy as I am. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. I shall perform sacrifice, I shall give some charity, and I will rejoice. Я буду совершать жертвоприношения, заниматься какой-то благотворительностью и радоваться жизни. This is how the demoniac are thinking. Это то, как думает демонический человек. The trademark of demons. Это, так сказать, его фирменный знак демона. Now, we should note that Ravana had a similar desire. Итак, мы должны помнить о том, что у Раваны тоже было похожее желание. It's described in the Ramayana that he wanted to build a staircase to heaven, a staircase to Svargaloka, В романе описывается, что он хотел построить лестницу на Сваргалоку, so that his associates, the demons, the asuras, they could just walk up there, even if they had no pious credits to their name. чтобы его спутники и другие демоны могли пешком добираться туда. So this desire of Kamsa to conquer Svargaloka, this not unusual for a Mahademon. Даже если у них не было запаса благочестия. И так что желание Камсы не было необычным для Махадемона. You could say he was even more determined than Hiranyakashipu, more determined than Ravana. Можно сказать, что он был даже более решителен, чем Хираньякашипу, даже более решителен, чем Равана. Because he did it with a huge, huge, huge army. Потому что он собирался это сделать с большой, огромной армией. Bigger than the army that Hiranyakashipu used, bigger than armies that Ravana employed.
Это была армия больше, чем у Харникашипу, и даже у Равана больше, чем у Равана. The army that Kamsa assembled it's unprecedented. It had never been done before. Армия, которая была у Камсы, описывается, что никто не видел в то время такой большой, огромной армии, как была у него. You'll never see it now, and you won't see it in the future. Вы не сможете увидеть эту армию сейчас и в будущем. We say in English a one-off affair. Как мы говорим в английском языке, разовое дело или раз в жизни. There's a saying in English for one-off affair. Есть такая пословица на английском. Nabhutu na bhavishyati. Nabhutu na bhavishyati means Nabhutu means never in the past, and bhavishyati means never in the future. Описывается это смысл в этом. Ни в прошлом этого не было, ни в будущем этого никогда не будет. Nabhutu na bhavishyati. Neither in the past did this happen, nor in the future shall it happen again. Ни в прошлом этого не было, ни в будущем этого никогда не будет. I remember that was the slogan we used for Prabhupada's centennial. Я помню, что это был слоган, когда мы праздновали столетие Шрилы Прабхупады. A special celebration honoring his 100th year appearance, honoring his birthday 100 years before. Когда мы отмечали и праздновали 100 лет назад явление Шрилы Прабхупады. So who was in the army that Kamsa assembled? Итак, кто же был в армии, которую создал Камса? Hold on to your seats and listen carefully. Ну-ка, держитесь на своих местах и слушайте очень внимательно. Chanura, Mushtika, Arista, Shala, Toshala, Keshi, Pralamba, Baka, Vidvida, Trinivarta, Aga, Kuta, Narakasura, Bana, Sambara, Vyoma, Denuka, and Vatsa. Woo! Yes. Да, вышеперечисленные личности были в этой армии. So these are demons that Kamsa sent to Vrindavan to kill Krishna. So it appears that these demons were still alive. So this happened before Krishna lifted Govardhan Hill, according to Garga Samhita. Этих демонов Камса послал во Вриндаван убить Кришну, и эти демоны были живы. Таким образом, это произошло до того, как Кришна поднял Хом Гавардхан в соответствии с Гарга Самхитой. You could say those were the generals. И можно сказать, что это были его генералы. And they were accompanied by 100,000 other demons. И этих лидеров сопровождали сотни тысяч других демонов. Of different categories. Разных категорий. I'll list them for you. И я для вас их перечислю. Bhutas, Pretas, Pramatas, Guyakshas, Dakinis, Pisachas, Kushmandas, Vetalas, and Brahma Rakshasas. And with that assembly, Kamsa went for the jugular vein by heading to Amaravati, the capital of Lord Indra, chief of the demigods. И с таким собранием Камса атаковала Яременную вену, направляясь в Амаравати, столицу Господа Индры. The dictionary meaning of going for the jugular is interesting. И словарное значение выражения «атаковать Яременную вену» таково. To go for the jugular. This is the jugular vein here. Вот здесь вы можете видеть, находится такая артерия. So the definition is to attack a vital and vulnerable trait, feature, element, etc., in an attempt to overcome somebody or something swiftly and totally. Итак, атаковать жизненно важную и уязвимую черту, особенность или элемент, так далее, в попытке быстро и полностью преодолеть кого-то или что-то. The jugular is a vein in the neck that transports blood between the head and the heart, and it's a common target for predators like lions and tigers and bears. When they try to kill their prey, they chomp here first. So that's called going for the jugular. It's a very quick death. So this is what Kamsa wanted to do. Итак,
Яремная вена – это вена на шее, которая транспортирует кровь между головой и сердцем, и она является общей мишенью для некоторых хищников, такие как львы, тигры и медведи. Now we might be prone to imagining Kamsa like as a horrible monster, looking monster, looking really crazy and like a zombie in dirty soiled clothes, foaming at the mouth, uttering unintelligible words. И теперь мы можем быть склонны представлять себе Камсу как ужасного монстра, сумасшедшего безумца, похожего на зомби в грязной, испачканной одежде, с пеной у рта, произносящего непонятные слова. Zombie in Russian, zombie. На русском это зомби звучит Zombie. как зомби. He's rushing frantically towards Amaravati with all these demons following И behind. он отчаянно бегущего к Амаравати с ордами демонов позади него. But actually Shastra describes him much differently, Но на самом деле шастры описывают его совсем по-другому. at least him. По меньшей мере его. Here's an exact quote from Garga Samhita, 1st canto, 7th chapter, verse 26. Вот точная цитата из Гарга Самхиты 1.7.26. Lifting his feet and knees, his thighs like pillars, his waist slender, his chest as a great door, and his shoulders broad, his arms massive, his eyes like lotus flowers. Поднимая ноги и колени, его бедра походили на колонны, его талия была тонкая, его грудь огромной дверью, его плечи широкими, его руки массивными, его глаза были похожи на цветы лотоса. His hair long, his complexion ruddy, his garments black, wearing a helmet, earrings, necklace, and an effulgent lotus garland. Его волосы были длинными, его цвет лица был румяным, его одежда черная, на нем был шлем, серьги, ожерелье и яркая гирлянда из цветов лотоса, Glowing like the sun at the time of cosmic dissolution. сияющая, как солнце во время космического разрушения. Expertly and artistically wielding a sword, shield, quiver of arrows, and club, proud Kamsa went to Amaravati to conquer the demigods. Искусно и мастерски владея мечом, щитом, колчаном стрел и булавой, гордый Камса отправился в Амаравати покорять полубогов. Doesn't sound like a zombie. Это звучит похоже как зомби. Zombie. So how is it possible that Kamsa appeared very beautiful and opulent? Как это возможно, что Камса обладал такой красотой и богатством? Well, Shastra says that a demon can achieve such beauty and opulence by austerities, penance, and pious acts performed in the past. И шастры говорят, что демон может достичь такой красоты и богатства аскезами, покаянием и благочестивыми деяниями, совершенными в прошлом. It's described in the 7th canto that Hiranyakashipu used to give charity to Brahmins. В 7-й песне Бхагаватам описывается, что Хираньякашипу совершал благотворительность для браманов. So Kamsa was a demon, but he appeared very beautiful. Камса был демонов, но он явился очень красивым. Sometimes we see a saintly person, he or she's not very attractive, but inside they're very wonderful, pure qualities. Мы можем видеть, что святой человек может не выглядеть внешне привлекательно, но внутри он обладает божественными качествами. So we shouldn't try to understand someone. I was going to use the word judge, but we don't want to judge. We can try to understand someone not by his or her external features, but rather by the qualities they exhibit. Поэтому мы не должны судить о человеке по его внешним признакам, а по тем качествам, которые он проявляет. In English we have a saying, don't judge a horse by its color. Есть такая поговорка: не судите о лошади по ее масти. Again, a saintly person may not be very handsome or beautiful, but he or she can be described as beautiful because of the divine character. Например, святой человек может быть красивым или симпатичным с материальной точки зрения, но будет описан как красивым благодаря божественному характеру. Like in Vrindavan, it's not uncommon to see an old sadhu bent over. He can't put his back up, and
his hair is disheveled and he's wrinkled, but he appears very beautiful nonetheless. Например, во Вриндаване можно встретить старого садху, который сморщенен, который согнут, и он может показаться не очень привлекательным, но он обладает внутри чистотой. Again, like the Bible says, the kingdom of God is within you. Как опять же в Библии говорится, что царствие Бога внутри тебя. So this internal beauty by which we recognize the sadhu, Krishna mentions this in Bhagavad Gita. Вот эта внутренняя красота, о которой Кришна также упоминает в Бхагавад-гите. In that chapter, divine and demonic natures. В этой главе, которая называется «Божественная и демоническая природа». Quite a long list of divine qualities. Приводится довольно-таки большой перечень качеств. But I think I'll mention them because, well, this is what we're aspiring for. Но я думаю, что здесь уместно их привести, потому что именно этого мы жаждем и пытаемся обрести и развить их в себе. It's the beauty of our scriptures. Это красота наших писаний, That we know who we are and we know where we're going. потому что они помогают нам узнать, где мы находимся и какова цель, к которой мы стремимся, движемся. Abhayam sattva samshudir, snana yoga vivastiti, dhanam damascha yashascha, svadya yastapa arjavam. It's quite a long list here. Fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control. Итак, довольно-таки длинный перечень качеств. Вот он следующий. Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность. Performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness. Совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость. Freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding. Негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить. Compassion for all living entities, freedom from covetousness. Сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности. Gentleness, modesty, steady determination. Мягкость, скромность, решимость. Vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness. Целеустремленность, способность прощать, стойкость. Freedom from envy and the passion to be honored. Чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to godly men endowed with divine nature. Таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. So Kamsa was coming forward with this big army of asuras. Итак, Камса приближался с этой большой армией, Heading for Svargaloka, которой он направлялся на Сваргалоку. specifically for Amaravati, the capital of King Indra. В особенности он хотел достигнуть Амаравати, или столицы Индры. So when Lord Indra saw Kamsa coming with his hordes of demons, he immediately became angry. He wasn't afraid. Итак, когда Господь Индра увидел приближающегося Камсу со своими полчищами демонов, он очень рассердился, но не испугался. And accompanied by a great army of devatas, he came forward to fight with Kamsa. И в сопровождении огромной армии полубогов вступил вперед, чтобы сразиться с ними. He wasn't afraid. Он не боялся. Garga Samhita says, В Гарга Самхите говорится: Kamstin agatan drishtva sukra deva dipas farat. Indra is identified by the word shakra, which means that he's very powerful and very mighty. Индра определяется словом шакра, что означает сильный и могучий. So all this is an indication it's going to be a big fight. И это признак того, что битва будет очень ожесточенной. Garga Samhita and other scriptures as well, they give a very interesting and detailed account of the intensity of the fighting. Гарга Самхита и другие отрывки из священных писаний дают очень интересный и подробный отчет о накале сражения. Like we hear in Mahabharata, we hear in Ramayana, these are significant
things because they're connected somehow or other to Krishna consciousness, to our Vedic culture. И как это приводится в Махабхарате и Рамаяне, поскольку они очень связаны с Кришной и дают нам общее представление. I mean, Krishna comes to kill the demons. Потому что Кришна пришел, чтобы убить And демонов. Bhagavad Gita is spoken on a battlefield. So Бхагавад-гита была рассказана, поведана на So- поле битвы. here's a description of this battle between Kamsa and Indra in Shvargalok. Итак, здесь приводится описание битвы между Камсой и Индрой на Сваргалоке. The two armies then fought a terrible, tumultuous battle that made the observers, people watching, hairs stand on end. Затем две армии сошлись в ужасной, ожесточенной битве, от которых у наблюдателей вставали дыбом волосы. When hosts of sharp and glistening arrows and divine weapons created a blinding darkness, King Indra, riding on a chariot, threw his thunderbolt, flowing with 100 streams and glittering with lightning, at Kamsa. Whoosh! Когда сонмы острых и сияющих стрел и божественного оружия создали ослепляющую тьму, царь Индра, восседая на колеснице, метнул свою молнию, струящиеся сотни потоков и сверкающие светом в Камсу. In a commentary on this verse by my distinguished godbrother, His Holiness Danavir Goswami, who actually had the whole Guru Purana translated and commented on, he writes, "The weapons launched back and forth by the numerous forces eclipsed the sun's rays as the dark planet Radu eclipses the sun." В комментарии к этому стиху мой выдающийся духовный брат, его святейшество Данавир Госвами, который перевел и снабдил комментариями все произведение, пишет: оружие, выпущенное туда и обратно многочисленными силами, затмило солнечные лучи, как темная планета Раху затмевает Солнце. So when Indra threw one of his famous thunderbolts at Kamsa, Kamsa just whirled around and struck that thunderbolt with his club so hard it just fell harmlessly to the ground. Когда Индра метнул одну из своих знаменитых молний в Камсу, Камса обернулся и ударил ее своей булавой с такой силой, что она упала на землю, не причинив никакого вреда. There's something like modern warfare where a missile's coming in, then you shoot another missile to bring it down. То же самое, как в современных войнах происходит. Кто-то запускает один вид оружия, и другой в противовес запускает другой вид оружия. So then Indra took up a sword, И затем Индра взял меч, and he came close to Kamsa, and he hit Kamsa on the head with the sword. и он со злостью ударил Камсу по голове и этим мечом. And it made a terrible sound, И издав таким образом ужасный звук, which reverberated through the heavenly planets. который эхом отразился на небесных планетах. Indra was powerful. Индра был могущественным. It's described the administrative demigods are known as the arms of the Lord. Описывается, что управляющие полубоги известны как руки Господа. And amongst them, all of them, Indra is known as Magavata, which means he's the best of all those warriors. И среди них Индра известен как Макхавата, лучший из воинов. But Kamsa, although he was hit so hard, he just basically remained unaffected. Но Камса, хотя ему был нанесен такой сильный удар, остался невредимым. It said like an elephant struck by a flower garland. Описывается как слон, которого ударила цветочная гирлянда. So Kamsa just paused for a moment to catch his breath. Камса задержался на мгновение, чтобы отдышаться. And then he took up a large, heavy club Затем он взял большую, тяжелую булаву, made of 8 metals. сделанную из 8 металлов. Actually, the verse says, Ashtadatu mayim dridam. That this was Ashtadut. This was 8 special metals. Like they make deities out of sometimes. Ashtadut deities. И эти аштадут божества — это 8 металлов, которые составляют аштадут. Deities are made out of Ashtadut. И иногда божества также делают из этого составляющего металла аштадут. 8 metals. Это смесь металлов, 8 металлов.
Those 8 metals are as follows: И вот следующие 8 составляющих этого сплава. gold, silver, copper, tin, lead, brass, iron, and steel. Золото, серебро, медь, олово, свинец, латунь, железо, сталь. So Kamsa threw that club at Итак, Indra. Камса бросил эту булаву в Индру. And I was reading that club weighed 100,000 baras. И я прочитал, что эта булава была весом в 100 тысяч бар. So I was wondering, what's a bara? Я призадумался, что это за такая единица измерения, бар. So it took me an hour to find out what a bara was. И я целый час занимался тем, чтобы выяснить, сколько бара. A bara is equal to 400 pounds or 181.4 kilos. И одна бара равна 400 фунтам или 181 килограмму. So if you do the math, Kamsa's club weighed it weighed 40 million pounds. Итак, если вы посчитаете, то получается, что булава Камсы весила 40 миллионов фунтов. Or a little over 18 million kilos. Или немногим более 18 миллионов килограмм. It's coming towards Indra. И вот она надвигалась на Индру. Now Indra's famous as the killer of the Namuchi demon. Итак, Индра известен как убийца демона Намучи. And when he saw this swirling club coming his way, he just reached out and caught it, and then he threw it back at Kamsa. И когда он увидел эту кружащуюся булаву, приближающуюся к нему, он просто протянул руку, поймал ее и обратно бросил. And then Indra was in his chariot with his chariot driver, and they went straight towards Kamsa's army. Затем Индра на своей колеснице вместе с возничим направился на армию Камсы. Now Indra had a chariot driver. Итак, у Индры был колесничий. His name was Matali. Его звали Матали. There's two on a chariot. There's the warrior in the back, and there's the chariot driver. So Indra was in the back, and the chariot driver, his name was Matali. Итак, на колеснице находится двое. Первый, один, это сзади находится непосредственно сам воин и управляющий колесницей, и его звали Матали. So as Matali was driving, Indra was fighting the enemy forces, and he was just cutting them up one by one. Итак, Матали управлял этой колесницей, и сзади Индра, он одного за другим убивал других воинов. Now amongst the demigods, Matali is known as the best of all chariot drivers. Среди полубогов Матали известен как один из лучших возничих колесниц. He's the one that drove Ramachandra's chariot in the famous battle between Ram and Ravana. Он управлял колесницей Господа Рамачандры в знаменитой битве между Рамой и Раваной. That took place in Lanka. И это произошло на Ланке. So that was not an easy feat in those days to be a chariot driver. В те дни было нелегко быть возничным колесницы. Because Kshatriyas often attacked the chariot drivers of their enemies, to overpower their enemy. If you kill the chariot driver, then the soldier is in the back shooting, he's finished. He just falls on the ground and they kill him. Кшатры часто нападали на возничих колесниц своих врагов, чтобы одержать верх над врагом. Они убивали колесничего, и, соответственно, сзади сидящий он падал. Charioteers, like elephants and horses that were used in battles, these charioteers, they suffered many wounds in the fighting. Колесничие, так же как слоны и лошади, которых использовали в битвах, получали много ран в сражениях. So as Indra charged at Kamsa with his chariot, Kamsa took up another club, an iron club this time, and he struck Indra on the shoulder. Когда Индра бросился на Камсу на своей колеснице, Камса взял громадную железную булаву и ударил Индру по плечу. And this caused Indra to become momentarily unconscious. Отчего тот на мгновение потерял сознание. And Shastra says this one act put Kamsa in a very precarious position. По этому поводу в шастрах сказано, что одно это действие поставило Камсу в очень и очень опасное положение. Why? Because Lord Krishna is protective of the demigods. Почему?
Потому что Господь Кришна очень защищает полубогов. There's a verse in the Bhagavatam which indicates that Krishna incarnates to protect them, and Indra's name is actually mentioned in that verse specifically. В одном стихе Бхагаватам сказано, что он даже воплощается, чтобы защитить их, и особо упоминается Индра. Ete chamsa kalopumsha krishnashtu bhagavan swayam indrari vyakalam lokam mridanyunte juge juge. That all the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. But Lord Krishna is the original personality of Godhead. All these incarnations appear on planets, like Indra's planet, whenever there is a disturbance created by the atheists, the Lord incarnates to protect the theists. Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа. Однако Господь Шри Кришна – изначальная личность Бога. Они не сходят на разные планеты, когда там по вине атеистов возникают беспорядки. Господь не сходит, чтобы защитить верующих. So, in causing harm to Indra, it's described that Kamsa was assuring his eventual death at the hand of Krishna, which is what happened later in the wrestling arena of Mathura. Таким образом, причиняя вред Индре, Камса обеспечивал свою неминуемую смерть от руки Кришны, что и произошло позже на борцовской арене в Мадхуре. Now, what happened next is really interesting. Итак, то, что произошло дальше, очень интересно. It's described that Indra's warriors then covered Kamsa with a flood of Grida feathered arrows, like a monsoon cloud covered by the sun. Описано, что тогда воины Индры покрыли Камсу потоком стрел с оперением Гритра. Это словно муссонное облако, покрывающее солнце. So when I read that, I was thinking, what's a Gridra feather? И когда я прочитал это, я задумался, что это за такое Гритра оперение. So for that, I went to the Dhanurveda. Итак, что это такое перо Гридра? Для этого я обратился к Дhanurvede. It's the Vedic Shastra on warfare. Это ведическое писание о ведении войны. Dhanu refers to bow, like bow and arrow, but the Dhanurveda describes all types of warfare. Итак, это ведическая наука, которая описывает все правила ведения боя. And there I found out what is that Gridra feather which composed part of the arrows that Indra's warriors covered Kamsa with, like a monsoon cloud covering the sun. И там я выяснил, что такое перо Гридра, которым покрыли Камсу, словно муссонное облако, покрывающее солнцем. So I'll repeat what I read about the arrows in Dhanurveda. Итак, я повторю то, что я услышал из Дhanurvеды. It says the end of an arrow may be fletched, or means made, with the feathers of a crane, kanka. Конец стрелы может быть оперен перьями журавля, канка, with the feathers of a swan, hamsa, лебедя или хамса, with the feathers of a shashada, which means variety of birds, или перьями шашады, или разновидностью птиц, with the feathers of a fisher bird, matsyada, или пекана рыболова, матсьяда, with the feathers of a heron, konuncha, или цапли, кранча, and a kataka kinkini, feathers from a kataka kinkini. I couldn't figure out what that was. или оперение чатака, или кинкини. Я не до конца разобрался, что это такое может быть. And then a vulture, grindra, the feather. We were looking for that grinda, a vulture, the feathers of a vulture. Или перьями стервятника, гринха. And then a hen, kukuta. И затем перья курицы или кукута. So there you go. Итак, вот моя идея. The Gridra feather refers to the feathers of a vulture. Итак, гридха относится к перьям стервятника. And just for your interest, the Dhanurveda says that 4 feathers
are to be attached to each arrow, and the gap between two feathers should be 6 fingers. Дханурведа продолжает, что 4 пера должны быть прикреплены к каждой стреле, расстояние между двумя перьями должно быть 6 пальцев. Then I kept reading, Я дальше продолжал читать, and I found out that these bows and arrows are used by Kshatriyas, я выяснил, что луки и стрелы обычно используются кшатриями. but Dhanurveda says that in time of great peril, when everything appears to be lost, Но в Дханурведе говорится, что во время большой опасности, когда кажется, что все потеряно, all classes of men, meaning the men of all varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, they must all come forward to fight, to defend the town. и в Дханурведе описывается, что все классы мужчин, то есть мужчины всех варн, могут выйти вперед, чтобы сражаться. At that time, Dhanurveda says that spiritual teachers, the gurus who are present, they should give a dhanu, meaning a bow, to a Brahman disciple. Согласно Дханурведе, в такое время все присутствующие духовные учителя должны дать дхану, что означает лук, ученику браману. A gadaka means a sword, to a Kshatriya disciple. Гхатха, что означает меч, к шатрию. A kunta, meaning a lance, to a Vaishya disciple. Кунта, что означает копье, вайшье. And a gada, meaning a mace, to a Sudra disciple. И гаду, что означает булаву, шудре. However, it says if just one expert and famous archer is in the city that's being attacked, all classes of enemies will remain at a distance, just as animals stay far away from the den of a lion. You just need one good archer. Если в городе, который осаждают, есть хотя бы один искусный и знаменитый лучник, все классы врагов будут держаться на почтительном расстоянии, как животные держатся как можно дальше от логова льва. So all of Indra's warriors, they surrounded Kamsa, and they were shooting all these arrows at him. He just became, you couldn't even see anything. It was just arrows covering Kamsa. Все воины Индры обступили Камсу. Они пускали в него стрелы. Невозможно даже было ничего видеть из-за града стрел, который покрывал Камсу. But then one asura came to help Kamsa, and his name was Banasura. Но тогда один из демонов по имени Банасура пришел на помощь Камсе. And Banasura, he made a great sound as he worked many bows with his 1,000 arms, intercepting all the arrows sent by Indra's archers. Банасура издал громкий звук, когда он использовал множество луков, и, к несчастью для лучников Индры, перехватывал их стрелы тысячами своих рук. Banasura's name, it's sometimes interpreted as the arrow demon. Имя Банасура иногда объясняется как демон-стрела. He acquired 1,000 arms by a benediction of Shiva. Он получил 1000 единиц оружия по благословению Господа And thus he Шивы. was able to fire 500 bows and 1,000 arrows at a time. Таким образом, он мог стрелять из 500 луков 1000 стрел одновременно. Now we should be careful to not misunderstand. We should be careful to understand that these figures are not exaggeration. И мы должны понимать, что эти цифры не являются преувеличением. A different time in history. Это происходило в разное время истории. So then the generals and the fighters in Indra's army, then they all surrounded Banasura. Затем все великие генералы и воины армии и Индры окружили Банасуру. They went from Kamsa to Banasura. И они от Камсы к Банасуре. It's described as a host of elephants might surround a mountain. Описывается, что подобно тому, как множество слонов могут окружить гору. Now these fighters that of Indra's army that surrounded Banasura, these are the names of the fighters. Well, the groups of fighters. Вот имена воинов Индры, которые окружили Камсу. Это имена группы воинов. Let's see if I can remember. Посмотрим, если я смогу вспомнить. The Vasus, the Rudras, the Ribhuj, the Suras, and the 12 Adityas, Vivishwan,
Aryama, Pusha, Tvasta, Savita, Bhaga, Datta, Vidata, Varuna, Mitra, Satru, and Ubakram. Those were the 12. Those were all the members, the groups of Indra's warriors. Вот это были члены группы Индры. They all surrounded Banasura. И все они окружили Банасуру. And it looked like Banasura was going to be defeated. И в результате оказалось, что Банасура вот-вот потерпит поражение. But then Но затем more demons came to protect Banasura. другие могущественные демоны пришли на помощь Банасуре. This would make a great movie. И из этого можно будет сделать большой, великий фильм. People like movies, but this is all connected to Krishna directly or indirectly, so there's a benefit to a movie like this. И этот фильм был бы связан с Кришной, поэтому он являлся благом. Now, there were two demons specifically who came to Banasura's rescue. Итак, два особых демона, которые пришли на помощь Банасуре. Pralambasura and Narakasura. В их числе были Праламбасура и Наракасура. Now, these two demons made very loud sounds that made all the demigods immediately fall unconscious on the battlefield. И эти два демона издали громовые звуки, из-за чего многие полубоги сразу же потеряли сознание на поле битвы. Sound can be very powerful, Звук может обладать большим могуществом, materially and spiritually, материально и духовно. like material sound. Например, материальный звук. With the advancement of aerial space science, which means like airplanes, in modern times we've all experienced how powerful a sound can be. Like supersonic airplanes, they travel at the speed of sound and they make a sonic boom. С развитием аэрокосмической науки в наше время у нас есть опыт, каким могуществом может обладать звук. Например, сверхзвуковые самолеты, которые летают со скоростью звука. What's the speed of sound? How fast does sound И travel? какова скорость звука? С какой скоростью путешествует звук? We learned in school. Мы это изучали в школе. Sound travels at 761 miles per hour or 1,100 feet per second. Скорость звука 761 миля в час или 1100 футов в секунду. So if a plane travels at that speed, it makes a boom, a sonic boom. И если самолет летит с такой скоростью, то он производит так называемые звуковые удары. In airplane language, they call that a shock front. На звуковой удар обычно создают так называемый ударный фронт. A shock of 100 megawatts per square meter, which exceeds the 200 decibels. It's like really loud. И 100 мегаватт на квадратный метр и может превышать 200 децибел. And the most powerful boom, sonic boom ever recorded was recorded by the United States Air Force, and it measured a pressure of 144 pounds per square foot. Самый мощный звуковой удар, когда-либо зарегистрированный в ВВС США, имел давление 144 фунта на квадратный фут. That's a plane traveling. And it's, when it hit that sonic boom, it sounded like a thunderstorm to the people on the ground. And it broke all the glass windows in the houses for many villages or towns in the area Это как by vibration. когда самолет, к примеру, пролетает, тут тоже такой звук издается. И когда прозвучал этот самый мощный звуковой удар, для людей на земле это было как раскат грома. Своей вибрацией он даже разбил стекла в окнах домов внизу по всей деревне. So we can just imagine how powerful were the sounds produced by Pralambasura and Narakasura, which made the demigods, including Indra, boom, just fall unconscious on the battlefield. What were the weapons like in days of yore? Поэтому можем More sophisticated than today, really.
Поэтому мы можем только представить себе, насколько мощный был громовой звук, который произвел Праламба и Накасура, который заставил всех полубогов, включая Индру, потерять сознание на поле битвы. Представляете, какое сильное оружие? So, nevertheless, Indra came to consciousness quite quickly. Так или иначе, Индра пришел в сознание очень быстро. And his eyes were red with anger. Его глаза были красными от гнева. And he mounted his four-tusked elephant named Aravata. Aravata. Он оседлал своего слона Айравату, у которого были 4 бивня. Aravata was born from the churning of the milk ocean between the Devas and the Asuras. One of the things that came out of the milk ocean. Айравата был рожден от пахтания молочного океана, подстегнул его, ударив его своим стрекалом. So Indra's riding him and he's striking him with his goad. It goes like a metal. It's got a little curve like that, sharp. So the elephant, the person on the elephant, he hits it with the goad and it makes the elephant go forward. Стрекала — это специальный инструмент с металлическим наконечником, которым подгоняют слона. So like that, Aravata went forward, as the big elephant, crushing all the demons under his huge feet. И вот этот Айравата, он начал сокрушать демонов своими огромными ногами, когда он двигался вперед. There's a nice description actually of Aryavata proceeding forth on the battlefield. Приводится замечательное описание того, как Айравата двигался на военном поле. Quote, Цитата. As Indra charged Kamsa, Aryavata appeared as unapproachable as a mountain of snow. Когда Индра атаковал Камсу, Айравата оказался неприступным, как снежная гора. While jingling his chains, moving his trunk again and again, opulent with bells and decorated with a jeweled saddle. Звеня своими цепями и двигая хоботом снова и снова, на нем было роскошное седло и колокольчики. And a network of tinkling ornaments. Украшенное драгоценными камнями, He proceeded forward. и гирлянды с звенящими украшениями, он двигался вперед. He proceeded forward. Он двигался вперед. His face decorated with pictures and designs drawn in musk, sindura, and gomutra. Его лицо было украшено рисунками и узорами, нарисованными мускусом, синдуром и гомутрой. There it's mentioned that Aryavata, his face was decorated with pictures and designs made with musk, sindura, and gomutra as he proceeded forward on the battlefield. И упоминается, что его лицо было украшено рисунками и узорами, нарисованными мускусом, синдуром и гомутрой, когда он двигался вперед. Gomutra is a mixture using cow urine. И гомутра — это смесь с использованием коровьей мочи. And sindur is the red oxide of mercury. И синдур — это красный оксид ртути. And musk is called kasturi in Sanskrit. И мускус на санскрите называется кастури. It's obtained from the navel of a musk deer. Его получают из пупка оленя кабарги. Although some plants, they also produce oil that resembles musk. Некоторые растения также вырабатывают масло, напоминающее мускус. Like the seed of the ambret plant and the root of the sumbul plant, you can get the musk smell. Например, семя растения амбретта и корень растения сумбул, и из них можно также получить вот масло, напоминающее мускус. So a lot of description of Aryavata. Итак, подробное описание Айраваты. And how important he was in this battle. И как важен он был в этой битве. And we know that in Vedic times elephants were used in warfare. И мы с вами знаем, что в ведические времена слоны использовались в боевых действиях. I was reading Dhanurveda, Я читал Дhanurvedu, like I spent hours reading и it. как я провел часы за чтением Дhanurvedu. It mentions that in an ordinary battle in Vedic times, it says the elephant should number 12,490. That's how many elephants you needed for a normal battle.
И в Ведах рекомендуется для обычного сражения количество слонов должно быть 12 490. But for large battles involving hundreds of thousands of men, that's called akshahinis. For akshahinis, for that number of warriors, it was required 21,870 elephants. А для больших сражений, в которых участвуют сотни тысяч человек, это называется акшаухини. И количество воинов на слонах акшаухини должно быть 21 870. It's like in modern warfare, there's so many airplanes, so many tanks, so many ships. So in those days, it was elephants. 21,870 elephants were required for a big battle. So how many elephants did they have in those days? So many. Итак, сейчас используют самолеты, корабли и другую технику, а в те времена использовали слоны. И вот представьте, сколько нужно было слонов, чтобы обеспечить 21 870 воинов. One time in my travels in India, on the western coast of India, I forget the name of the town, but that's where they raise elephants, you know, for temple use and for working in the forest, moving logs. There was couple thousand elephants there. I was like really impressed. Когда я путешествовал по западной части Индии, я увидел, что там было место, в котором выращивали тысячи слонов, и я был очень впечатлен этим большим количеством слонов. Now, during my research for this talk, I discovered a scripture called Hasti Shastra. Hasti means elephant. So this is the Shastra about elephants, the science of dealing with elephants. В моем исследовании для этой лекции я обнаружил ведическое писание, которое называется Хасти Шастра. Это писание, которое описывает слонов. I didn't know there was such a Shastra. Я не знал, что такая шастра существует. But the Vedas cover everything. Но ведическое писание описывает все части. So the Hasti Shastra, a portion of it deals with how to engage elephants in war. И вот эта часть Хасти Шастры ведического знания описывает сцену борьбы со слонами, которая включает в себя, как задействовать слонов в сражении. I found another Shastra called Hastya Ayurveda, which deals with elephants' anatomy, their behavior, their diseases, surgical treatments, management, breeding, capture, and training. Я нашел в другом писании, которое называется Хасти Аюрведа, и которое рассматривает анатомию слонов, поведение, болезни, хирургическое лечение и управление и разведение, отлов и обучение слонов. But because this talks about Indra versus Kamsa and they're using elephants, I read, I went more deeply into the Hasti Shastra, the how to engage elephants in war. И поскольку здесь описывается Индра и Камса, то я более пристальное внимание уделил эти Хашта-шастры, где описывается, как задействовать слонов в войне, в битве. And it's described in Hasti Shastra that when male elephants are in rut, which means the season for mating with female elephants, they display a type of madness and rage when fighting over female elephants to impregnate. И описывается, что когда самцы слонов находятся в гоне, то есть в сезон спаривания с самками слонов, они проявляют свирепый нрав или безумие и ярость, когда дерутся за самок слонов. And when two male elephants fight for a female, it's pretty wild. И когда два самца слонов сражаются друг с другом, то это очень необычно выглядит. When the male elephant's in rut. Когда самцы слонов находятся в гоне. I remember one time in the 1970s, we traveled with Prabhupada to Hyderabad. Я помню в 70-х годах, когда мы с Шрилой Прабхупадой путешествовали в Хайдарабад, and he was opening the temple there. He was installing Radha Krishna deities. Он был там, чтобы открыть новый храм и установить божества Рада Кришны. So one day he asked us to go on Harinam to advertise the event.
И вот как-то он попросил нас пойти на Харинаму, чтобы прорекламировать это событие. So Vishnu Jan Maharaj, he led us on a really ecstatic Harinam party through a large market in the center of the town. Итак, однажды Вишнуджан Махарадж повел нас на экстатическую Харинаму через большой рынок в центре города. When suddenly two huge male elephants, they appeared, I don't know where they came from, but they started fighting on the street. Как вдруг на улице стали сражаться два слона-самца. Я понятия не имею, откуда они взялись. And they were screaming and bellowing, really loudly. И они кричали и ревели в самом деле очень громко. And as they were fighting, they were destroying everything around. И пока они сражались, они разрушали все вокруг. They were moving down the street, breaking the shops and the stalls, and people were screaming and scattering everywhere. Сражаясь, они разрушали все магазины, торговые палатки, все на улице, и люди просто кричали. So I remember we hid in the basement of a building. И мы, на самом деле, спрятались в подвале одного здания. It must have gone on for 15 or 20 minutes. Это продолжалось 15-20 минут. And when it ended, we all came out of the basement, and I was shocked to see the whole street, like all the shops, all the stands, cars, everything was destroyed. It looked like a war zone, just two elephants in rut. Когда все это закончилось, и мы вышли, я был потрясен, увидев, что вся улица с более чем 50 магазинами была полностью разрушена. Это было похоже на зону боевых действий. И это произошло, когда у слонов начинается вот такой необычный период. So Hasti Shastra portion describes how to put an elephant in rut, even though it may not be the season, how to put the elephant in rut so that he's can be used in battle. Итак, вот это Хасти Шастра описывает, каким образом можно слона ввести в такое состояние, даже когда они не находятся в этом состоянии. Now, what causes the elephant to become mad is a type of intoxicant called ichor. It's pleasantly flavored substance, but it comes from the temples of the elephant, and the smell of that makes them go mad. Итак, так или иначе, когда самцы слонов находятся в гоне, то они выделяют из своих висков приятно пахнущее вещество под названием ичор. It comes like a sweat from the pores of their skin, their temples. Это как пот, исходящий из пор их кожи. And that smell makes them go mad, and then they fight the other elephants for the female. И этот запах сводит их с ума, и он заставляет слона входить в состояние гона. So Hasti Shastra describes how to bring that forth. Итак, Хасти Шастра описывает, каким образом вызвать такие чувства. Not only that, but increase the quantity and the fragrance and the color of this ichor. Там описывается не только, как увеличить количество аромата и цвет ичора, но и как улучшить его качество. It's called ichor. Это переводится, как означает ичор. So it's described by adjusting the elephant's diet and by applying certain ointments to certain parts of the elephant's body. Hasti Shastra says that in the absence of this intoxication, elephants can neither run nor fight. So if you do that, they can really run and they can really fight. Цари знали, как это делать, регулируя рацион слона и нанося специальные мази на определенные участки его тела, чтобы ввести слона в такое состояние безумия, необходимое для сражения. So somehow this is all fitting into our series of the glories of Vrindavan. Так или иначе, это все входит в тему славы Вриндавана. Govardhan Hill. Хом Говардхана. Anyway, we're studying Indra's mentality, Indra's desires, by which he offended Krishna and got a big reaction. So it's connected. Итак, так или иначе, мы изучаем, в каком настроении находился Индра, как происходила эта реакция, и поэтому это все находится в одной связи.
And these are probably things that many of you don't know, and it's interesting. И, скорее всего, эти подробности, детали которых вы не знали, и это довольно-таки интересно. So, to get the elephant into that state of madness for fighting, it's recommended a paste should be made from pipali and marichi. Marichi means, maricha. Maricha means pepper. Итак, описывается, что необходимо сделать пасту, которая будет приготовлена из пипали и марича, перца. And dried ginger, shunthi. И сухого имбиря, шунтви. And an oil made from markati fruit. И фруктовое масло сделано из фруктов макати. You mix that all together and you put it on the temple of the elephant and he gets more angry. И вот это необходимо нанести на виски слона, и это усиливает его зло. Also, a lump of paste can be made from rajika. И также масса приготовлена из раджика. I don't know what rajika is. Я не совсем знаю, что это раджика такое. And the root of pilu, fanji, kana, and nagara. Nagara's dried ginger. Корня пилу, фаниджи, кана и нагара. Это сухой имбирь. And bijapura. И также биджапура. Make that all together. Put on the elephant's, I think his face and his stomach, etc. And it makes him more in the fighting mood. И вы делаете эту смесь и наносите ему на виски, на живот, на другие части, и он становится в очень агрессивном бойцовском духе. So the Shastra, Hasti Shastra says these medicines should be used the day before battle, and if so, an elephant will dash forward on the battlefield. Хасти Шастра говорит, это лекарство следует употреблять за день до боя, так как такой слон бросится вперед на поле боя. And with a number of other substances applied to the elephant, his eagerness to fight in the battle to protect dharma, to protect righteousness, to protect the innocent, increases in various stages. И рядом других веществ, нанесенных на тело слона, его готовность сражаться возрастает поэтапно. So the initial stage is described. Итак, на начальной стадии описывается. His eagerness to fight is increased at different stages. Его желание сражаться, готовность сражаться возрастает поэтапно. So it's written. Это описывается. In the initial stage, the elephant bears a resemblance to a cloud with an excessive flow of ichor with a strong smell. На начальной стадии слон имеет сходство с облаком с избыточным потоком ичора с сильным запахом. The elephant feels like killing all beings, but he's always under the control of his mahant, that person who's the trainer. Ему хочется убить всех живых существ, но его воля остается под контролем махата или погонщика слона. At this stage, he's fit for the king to mount. На этой стадии он вполне пригоден для того, чтобы царь взобрался на него. So the next stage is that he's always in an angry mood. На следующей стадии он всегда находится в злобном настроении. He hates food and he roams about throughout the night in a state of agitation and refuses to come to the tying post where they tie him up. Он ненавидит пищу и бродит по ночам в состоянии возбуждения и отказывается подходить к столбу, к которому его привязывают. And in an advanced stage, На продвинутой стадии, just before combat, прям непосредственно перед сражением, he needs to be controlled by 3 attendants. он должен быть под контролем 3 сопровождающих, Because he seeks to destroy even his own reflection. потому что он стремится уничтожить даже свое собственное отражение. In this stage, the elephant sees nothing, knows nothing, hears nothing, and cannot stand in one place for very long. На этой стадии слон ничего не видит, ничего не знает, ничего не слышит и не может стоять на одном месте.
There's many other things. There's pages and pages, Страницы за страницами приводится описание. but it concludes, Но в итоге woe be to the adversary whom he meets in battle, be it an animal, a human, or gods above. Watch out. кто будет противником, которого он встретит в битве, будь то животное, человек или боги свыше. Будьте осторожны. So anyway, back to the battle. Итак, обратно к битве. It was in just such a condition that Aravata, the royal elephant of Indra, charged at Kamsa. И вот именно в таком состоянии Айравата царский слон Господа Индры атаковал Камсу. But to Indra's amazement, Indra's riding on top. Но к изумлению Индры, Индра находился верхом на слоне. Kamsa, with a single punch, he struck Aravata, and then a second punch, he struck Indra. Камса одним ударом одолел Айравату, а затем вторым ударом Индру. And Indra fell off the elephant, Индра упал со слона, and Aravata was stunned and wounded, and as such he fell to he fell down and his knees touched the ground. а ошеломленный и раненый Айравата упал на колени, коснувшись земли. And I read in Dhanurveda И я прочитал в Дханурведе, that when the elephant touches his knees to the ground without being ordered to do so, it's a sign of defeat. в военном искусстве считается, когда слон касается коленями земли без приказа, то это означает поражение. But not for Aravata. Но не в случае с Айраватой. He's described as the king of elephants. Он описывается как царь слонов. And after faltering a little bit, he got up and he attacked Kamsa again. После короткого замешательства Айраватов снова встал и начал атаковать Камсу, Showing his 4 tusks. показывая своими 4 бивнями. But Kamsa, he picked the elephant up with his trunk and he threw him. No, excuse me. The Aravata, he picked up Kamsa with his trunk. You know, he wrapped his trunk around Kamsa and threw him 800,000 miles into outer space. Aravata picked up Kamsa. Whew, there goes Kamsa. И Айравата затем буквально поднял Камсу своим хоботом и отбросил его на 800 тысяч миль в открытый космос. So I was curious. Just by his trunk, he threw him 800,000 miles. Я удивился, просто своим хоботом он отбросил его на 800 тысяч миль. So a little detail. Небольшие детали. Hasti Shastra describes that the trunk of the elephant is very versatile. Хаста Шастра описывает, что хобот слона очень универсален. The elephant uses it for breathing, Слон использует его для того, чтобы дышать, smelling, чувствовать запахи, bringing food and water to its mouth, подносить еду и воду ко рту, distinguishing between size, shape, and texture, различать размер, форму и текстуру, between what is hot and cold. определять горячее или холодное. With his trunk, an elephant can lift an object weighing up to 1,000 pounds. Своим хоботом слон может поднимать предметы весом до 1000 He фунтов can make trumpeting sounds и издавать трубные звуки, or caress its young. ласкать своих детенышей, He showers with his trunk. обливать себя водой, He snorkels underwater with his trunk. дышать под водой своим хоботом And he fights with his trunk, as we see in this particular case. и сражаться своим хоботом, как мы видим, как это происходило в данном So случае. Kamsa went 800,000 miles, and then he fell back to earth. But when he fell back on the earth, he was only slightly injured. Итак, Камса пролетел 800 тысяч миль в воздух, и когда он обратно приземлился на землю, то он упал, описывается как твердая, как громовая стрела. And angry and his lips trembling. И он был лишь слегка ранен и разгневанный с дрожавшими губами. He returned to the battlefield. Он вернулся на поле битвы. And then Kamsa grabbed
Airavata. И затем Камса схватил Айравату. Vice versa now, the other way around. Kamsa's grabbing Airavata. Они поменялись местами, теперь Камса уже держал Айравату. And he threw him to the ground and squeezed his trunk. Он бросил его на землю и сжал его хобот. Then he broke his 4 tusks into pieces. И затем разбил все его 4 бивня на кусочки. And that was too much for И Airavata. этого было достаточно для Айраваты. He got up and he ran from the battlefield. Он встал и убежал с поля битвы. And he went back to his quarters in Amaravati. И он вернулся к себе домой в Амаравате. So Kamsa then he took the bow, because everything was scattered. Indra's there and Airavata is running. So Kamsa took the bow that Lord Vishnu had given to Indra, and with a flood of arrows, accompanied, it's described by twanging sound of the bow and the arrows, all the demigods ran away. Затем Камса взял лук, который Господь Вишну дал Индре, и потоком стрел, сопровожаемых звоном лука, обратил всех полубогов в бегство. End of the battle. Indra and his army had been defeated. И это был конец боя, потому что Индра был побежден. And they all ran away. И все они убежали. So that can also be considered, well, that is considered a disgrace in battle. Конечно же, бегство считается позором в сражении. At the same time, it can be the intelligent thing to do according to time, place, and circumstance. Но нужно также учитывать время, место и обстоятельства. There's a saying, run away to fight again another day. Как говорится, убегай, чтобы сразиться снова в другой день. Такая пословица. Even Chanakya Pandit, he says like that in his Chanakya Maxims. I think it's 3rd chapter, text number 19. Даже Чанакья Пандит написал в Чанакья Махиме 3.19. He says, he who runs away from a fearful calamity, a foreign invasion, a terrible famine, and the companionship of wicked men, he's safe. Тот, кто убегает от страшного бедствия, вторжения иноземцев, ужасного голода и общества нечестивцев, находится в безопасности. He who runs away from a fearful calamity, a foreign invasion, a terrible famine, and the companionship of wicked people, such a person is safe. Тот, кто убегает от страшного бедствия, вторжения иноземцев, ужасного голода и общества нечестивцев, тот находится в безопасности. So then it's described that seeing that Indra and all the demigods had fled, Kamsa, he took Indra's throne and his umbrella, and with all his demons, he went back to his capital of Mathura. Now he's emboldened, he defeated Indra, so maybe he can kill that little boy Krishna. И описывается, что после того, как полубоги обратились в бегство, Камса забрал трон и зонт Индры и вернулся со всеми демонами в свою столицу Мадхуру. Теперь Индра побежден, и он, Камса, может убить маленького Кришну. So I thought it was interesting that this all happened, when Kamsa is in charge of Mathura. Но я подумал, что это интересно, что все это происходило, когда Камса управлял Мадхурой. Now it may be a little confusing that a demon like Kamsa can conquer devotees, defeat the demigods. Нас может сбить с толку тот факт, что такой демон, как Камса, может победить преданных и таких, как полубоги. We always hear how Krishna protects his devotees. Мы все время слышим, как Кришна защищает своих преданных. But the ways of the Lord are mysterious. Но пути Господни неисповедимы. And Narada Muni, he states in Srimad Bhagavatam, И Нарада Муни подтверждает это в Шримад Бхагаватам. 7th canto, 4th chapter, I think it's verse 14. 7-я песнь, 4 глава, и я полагаю, это 14 текст. Sometimes devotees are conquered by demons temporarily. Иногда временно преданных побеждают демоны. Narada Muni is speaking to Maharaj Yudhishthira. Нарада Муни говорит, обращаясь к Махараджу Юдхиштире. O Maharaj Yudhishthira, descendant of Pandu,
By dint of his personal power, Hiranyakashipu, being situated on the throne of King Indra, controlled the inhabitants of all the other planets. «О сын Панду, Махараджа Юдхиштхира, восседая на троне Индры, необычно могущественный Хираньякашипу подчинил себе обитателей всех планет». The two Gandharvas, Vishvashvu and Tamburu, Двое Гандхарвов, Вишвавасу и Тамбуру, I myself, а также я, that's Narada speaking, I myself, Нарада говорит про себя и меня, and the Vidyadharas, Apsaras, and sages, we all offered prayers to Hiranyakashipu again and again just to glorify him, to pacify him. и все Видьядхары, Апсары и мудрецы неустанно пели ему молитвы, всячески восхваляя его. And Prabhupada writes in the purport, И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, quote, цитата, the Asuras sometimes become so powerful that they can engage even Narada Muni and similar devotees in their service. иногда асуры становятся настолько могущественны, что даже такому преданному, как Нарада Муни, приходится служить им. This does not mean that Narada was subordinate to Hiranyakashipu. Это, конечно, не значит, что Нарада Муни занимал более низкое положение, чем Хираньякашипу. Sometimes, however, it happens in this material world that great personalities, even great devotees, are controlled by the Asuras. Но все же в материальном мире бывает, что великие люди, даже великие преданные, оказываются под властью асуров. We're in the material world. It's not a perfect place. These things happen. Или это материальный мир, это несовершенное место, и такие вещи могут случаться. So we have to be tolerant all the time, thinking of Krishna. И поэтому мы должны запастись терпением и всегда думать о Кришне. We don't become disturbed when there's an opportunity to enjoy, and we don't become discouraged when things don't go our way. We're always equipoised by remembering the goal of life, Krishna prema, love for Krishna. Мы не беспокоимся, когда думаем, что упустили возможность наслаждаться. Мы не впадаем в уныние, когда все идет не так. Мы должны быть всегда уравновешенными и всегда помнить о цели жизни, о Кришна-преме, любви к Кришне. And ultimately, Krishna comes to the rescue of his devotees. И в конечном итоге Кришна всегда приходит на помощь своим It may преданным. take some time, but he always comes. Возможно, на это потребуется какое-то время, но Кришна всегда приходит. Paritranaya sadhunam vinashaya tuduskritam dharma samsta panartaya sambhavami yuge yuge. In order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. So it comes. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, я прихожу сюда из века в век. So interesting talk. Интересная речь. So, but our conclusion is again Ну так, опять же, наш вывод, заключение таково. that after experiencing such an embarrassing defeat by a mortal, although a very powerful mortal, Kamsa, После такого позорного поражения, нанесенного простым смертным Камсой, Indra should never have thought that he could defeat Lord Krishna and his beloved Brajabasis. Индре никогда не следовало думать, что он сможет победить Господа Кришну и его возлюбленных Враджаваси. But he became bewildered Но он был сбит с толку, because he had a big false ego потому что у него было большое ложное эго, and a huge pride, большая гордость, which were the result of his name, fame, power, prestige, wealth, etc. которая возникла в результате его имени, славы, власти, престижа, богатства и так далее. A warning for us. И это предупреждение для нас. He's a devotee, but he became overwhelmed. So, again, let's see the mistakes of others and be wary and avoid name, fame, power, prestige. Although we may have to use them, we should use them in Krishna's service, not in the service of our senses. Он преданный, но он был сбит с толку. Давайте посмотрим на ошибки других и будем беспокоиться о том, чтобы избегать их
имя, славу, силу, престиж — все это мы можем иметь для того, чтобы использовать в служении Кришне. So yeah, then he challenged Krishna, and he lost that fight too. Поэтому он бросил вызов Кришне, и он проиграл это сражение. But as we've been discussing in previous lectures, he did come to his senses. Но, как мы описывали в прошлой лекции, он пришел в себя и осознал. After the Govardhan incident, again he was now Govinda Kund, and he expressed remorse and asked for forgiveness. После этого события он попросил о прощении, которое произошло на Говиндакунде. There's a saying, the hardest lessons are the ones best learned. Есть поговорка: самые тяжелые уроки — это те, которые лучше всего усвоены. Let us not think too ill of Indra, because he's a devata, and that's a very exalted position. They're demigods. Давайте не будем плохо думать об Индре, поскольку это очень возвышенное положение, он находится среди полубогов. And we must recognize and appreciate that he received Krishna's mercy. И мы должны отдать должное, что он получил милость Кришны. Krishna crushed his pride. Кришна разрушил его гордость. Prabhupada writes in Krishna book, Шрила Прабхупада пишет в «Источнике вечного наслаждения». quote, Цитата. Krishna is so merciful, Suridam Sarva Bhutanam. He's our well-wishing friend. Кришна так милостив, Сухридам Сарвабхутанам, он наш доброжелатель, The friend of all living entities, друг всех живых существ, and especially his dear devotees. и в особенности его дорогих преданных. Those who have become his devotees are all very, very dear to him. Те, кто стали его преданными, очень сильно привязаны к нему. If his devotee develops some pride, Krishna crushes it. That is his mercy. Если в его преданном разовьется гордость, Кришна сокрушит ее. And there's that saying that sometimes Krishna is hard like a thunderbolt, sometimes he's soft like a rose. И это его милость. Иногда говорится, что Кришна, он строгий, жесткий, как удар молнии, и мягкий, как цветок розы. We'd like the rose, not the thunderbolt. So then let us listen to this pastime very carefully and not make any of the mistakes that Indra made. Then we can always smell the sweet rose of Krishna's mercy. Давайте же слушать эту лилу очень внимательно и не делать тех ошибок, которые сделал Индра. Мы хотим всегда получать мягкость розы, как милость Кришны. Crushing Indra's pride, Krishna reawakened Indra's respect, adoration, and love for Krishna, love for him. Итак, It went a long way. Кришна милостиво сокрушил гордость Индры и тем самым пробудил в Индре уважение, восхищение, любовь, и это заняло время. And that's very evident, Krishna's love, or Indra's love for Krishna. It's very evident in his prayers, Indra's prayers. И та любовь, которую испытывал Индра Кришне, очевидно, можно легко увидеть и проанализировав последние молитвы Господа Индры Кришне. Those prayers are revealed in different scriptures. The other day we mentioned that prayer from the Brahma Vaivarta Purana, where Indra had a vision and he saw Krishna sitting on the whirl of a lotus. Those were very beautiful prayers to Krishna. Эти молитвы приводятся в различных Пуранах, как мы в прошлый раз приводили, как Индра возносил молитвы Кришне, который тут восседал на лотосе. In the Srimad Bhagavatam, there's very nice prayers Indra offers Krishna at the end. Это было в Брахма-виварте Пуране, и также в Шримад Бхагаватам в конце приводятся другие молитвы. And I think it would be appropriate today to finish with some prayers that Indra offers Krishna from Garga Samhita. Я думаю, что напоследок было бы уместным завершить молитвами Господа Индры Кришне, которые приводятся в Гарга Самхите. We can also memorize such prayers because they're prayers from the heart and they're there in scripture. Sometimes we don't know how to pray, so we can learn the prayer of great devotees and then we know Krishna's accepting them. Иногда мы можем также заучивать наизусть такие молитвы, потому что иногда, когда мы молимся, мы не знаем, как правильно молиться, и мы можем использовать эти молитвы, потому что они исходили из сердца преданного, и они доставляли удовольствие Кришне. Okay, so we'll finish with these beautiful prayers by Lord Indra to
his beloved Krishna and become purified by hearing those prayers. Итак, мы закончим замечательными молитвами Господа Индры Кришны, и они также приводят нас к очищению. Yeah, Garga Samhita, Canto 3, Chapter 4, from 2, 3, 4, and 5. Итак, Garga Samhita. Гарга Самхита, песнь 3, глава 4, стихи 2 и 5. Indra prays. Молитвы Индры. O Krishna, О Господь you are Кришна, the master of the demigods, the supreme controller, the Lord who is perfect and complete, the oldest, and the supreme person greater than the greatest. Ты повелитель полубогов, верховный контролирующий, ты полон и совершенен, ты старейший, ты верховная личность, величайший из всех великих. And you are above the material energy. И ты свободен от самоотождествления с материей. You are the supreme personality of Godhead. Ты верховная личность Бога. Lord Hari, Господь Хари. O master of the spiritual sky, О повелитель духовного царства. O master of all the universes, О повелитель вселенных. please always save me. Please always save me. Пожалуйста, спаси меня. Пожалуйста, спаси меня. You are the original personality of Godhead, Ты изначально верховная личность Бога. perfect and complete, Ты совершенен и полон. who descends as the 10 avatars, Ты не сходишь в этот мир, как 10 аватаров, desiring to protect the Vedic scriptures and the cows of piety, желая защитить ведические писания и коров благочестия, and desiring also to kill the demons headed by Kamsa. а также желая убить демона во главе с Камсой. You've taken birth in this world. Ты принял рождение в этом мире. O master of the spiritual sky, О повелитель духовного царства, as a father forgives his son, please forgive me, a proud fool, bewildered by your illusory potency, a fool who has become a great reservoir of offenses to you. о повелитель духовного царства, как отец прощает своего сына, пожалуйста, прости меня, гордого глупца, сбитого с толку твоей иллюзорной энергии, этого глупца, который стал для тебя огромным источником оскорблений. O master of the demigods, О повелитель полубогов, O home where the universes dwell, please be kind to me. о обитель всех вселенных, пожалуйста, будь добр ко мне. And this is the final part of his prayer. It's really detailed, interesting. И вот заключительная часть его молитвы очень He интересная. goes, Om, obeisances to you. Он продолжает: «Ом, поклоны, поклоны тебе! You are the lifter of Govardhan Hill, А ты, кто поднял холм Гвардхан, the pleasure of cows, ты, кто доставляет удовольствие коровам, land and senses, земле и чувствам, the Lord who resides in Gokula as the protector of the cows, а Господь, который пребывает в Гокуле, защитник коров, the master of the Gopas, повелитель гопов, the husband of the Gopis, супруг Гопи, the lifter of the elephant amongst mountains, поклон тебе, поднявшему слона среди гор. an ocean of mercy, Ты океан милосердия, creator of the universes, творец вселенных, the auspiciousness of the universes, дарующий благо всем вселенным, the home where the universes dwell, обитель всех вселенных, the enchanter of the universes, очаровавший вселенные, and the enchanter of many millions of Kamadevs. очаровавший миллионы камадевов. You are the lover of King Brishabhanu's daughter, Shrimati Radharani, Возлюбленные дочери царя Вришабхану, Шримати Радхарани, a lamp shining in King Nanda's family. светоч семьи царя Нанды. You are the all-attractive Sri Krishna, Ты всепривлекающий Шри Кришна, the perfect and complete original personality, supreme personality of Godhead, совершенная и полная изначальная верховная личность Бога, the master of countless universes, владыка бесчисленных вселенных, the master of the transcendental abode of Goloka, хозяин трансцендентной обители Галоки, and the eternal companion of Lord Balaram. вечный спутник Господа Баларама. Indradevaki.
He did so wonderful, very beautiful prayers from the heart. Итак, он произнес очень замечательные молитвы из глубины своего сердца. So again, a kind of unique lecture today. Итак, сегодня была несколько уникальная лекция, But many lessons for us as aspiring devotees to learn and take advantage of. но здесь много уроков мы можем извлечь, как будучи начинающими преданными, для того, чтобы мы могли дальше продвигаться.